Helicobacter pylori есть в норме у каждого человека. А у меня есть личный рекорд. Это заживление язвы желудка без рубца. Состояние диафрагмы очень влияет на состояние желудка. Периодическое употребление таких слизевых каш очень хорошо помогает желудку восстанавливаться и регенерироваться. В этом видео мы с вами поговорим про здоровье нашего желудка, про такие диагнозы, как гастриты, язвы желудка, нарушенные функции желудка. Проблемы желудочно-кишечного тракта вообще весьма распространены, но тот текущий взгляд классической медицины, когда человека травят одними антибиотиками, он в корне неверен. И в этом видео я расскажу вам свой взгляд на лечение проблем желудка и его восстановления. И дам конкретные способы, конкретные рекомендации, которые вы уже можете начать применять после данного видео. Начнем с того, что практически все болезни, которые есть и связаны с желудком, многие классические современные гастроэнтерологи начинают лечить просто антибиотиками. И это связано с тем, что там находят бактерию, которая называется Helicobacter pylori, и современное гастроэнтерологическое сообщество считает, что это связано именно только с этой бактерией. Так вот, хочу сказать то, что Helicobacter pylori есть в норме у каждого человека, но ее титр повышается, то есть этой бактерии становится в желудке больше, когда есть воспаление. И, на мой взгляд, при патологиях желудка нужно не убивать антибиотиками бактерию эту, попутно нанося достаточно серьезный вред печени, почкам, надпочечникам и другим системам, а нужно снижать воспаление. То есть воспаление — это всегда одна из основных причин патологии желудка. К воспалению уже может привести и какая-то стрессовая ситуация, потому что желудок — это очень такой чувствительный орган к состоянию нашей нервной системы. Это может привести и неправильное питание, и неправильная пища, и когда мы едим не вовремя, и другие причины. Поэтому мой взгляд, он всегда основан на том, как бы какая первопричина проблем в желудке. Так вот, первопричина, она связана не с Helicobacter pylori, а связана с тем, что у человека появляется воспаление в желудке, и это уже влияет на титр данной бактерии. Поэтому первое, что я считаю, это нужно заниматься снятием воспаления. Как я рекомендую заниматься снятием воспаления? На мой взгляд, самый лучший способ снимать воспаление в желудке — это травы. Я для этого использую свой сбор номер один, который же я разработал. Сбор номер один Фитотап, он у меня есть в магазине. По ссылочке в описании вы можете пройти. Это универсальный сбор, который очень хорошо снимает воспаление как желудка, так и двенадцатиперстной кишки. Этот сбор является такой некой трансформацией очень такого старого древнего сбора, старой древней рецептуры травницы Ковалевой, которая достаточно длительное время занималась лечением желудочно-кишечного тракта. И все пациенты, которые ко мне приходили с патологией желудка, ну, процентов 90 этот сбор либо полностью помогал, либо приносил существенное облегчение, и у человека уходили как минимум беспокоящие его симптомы. Поэтому первое, что мы должны сделать при проблемах желудка, и неважно, что это трофический гастрит или какой-то язвенный процесс, какие-то эрозивные процессы или просто сниженная кислотность — это снять воспаление. Второе, что я предлагаю, это всегда дополнительно работать над заживлением стенки желудка и восстановлением ее, соответственно, кислотности. Здесь я рекомендую такие препараты, как облепиховое масло. Облепиховое масло сейчас достаточно уже несложно купить. Единственное, я не рекомендую его покупать вот в обычном магазине. Рекомендую покупать у тех ребят, которые занимаются сыродавленными маслами, потому что именно сыродавленные масла содержат вот те компоненты, которые нам помогут заживить слизистую желудка. Поэтому ищите, кто делает сыродавленное масло, вам нужно облепиховое сыродавленное масло. А у меня есть личный рекорд, это заживление язвы желудка без рубца, то есть рубца даже не видно, за 16 дней. Пациентка просто пила облепиховое масло. То есть облепиховое масло очень хорошо восстанавливает слизистый слой желудка, и пищеварение в желудке восстанавливается. Также, если у вас есть повреждение клапанов, да, есть клапан, который между желудком и двенадцатиперстной кишкой, есть клапан, который между желудком и пищеводом. Тоже облепиховое масло помогает эти клапана подвосстановить, подзаживить, потому что зачастую они отечные, воспаленные, их нужно восстанавливать. Когда мы занимаемся заживлением, один из самых лучших заживителей — это в том числе такой препарат, как Slippery Elm или кора скользкого вяза. Данный препарат можно купить в формате БАДа и тоже параллельно употребляется облепиховым маслом. Третий препарат, который я часто использую в связке, это семена льна. Это вообще самый доступный продукт. Здесь я рекомендую именно коричневые семена льна.
каждый день их заваривать и выпивать не менее 0,5 литра вот этой такой густой жидкости, такой слизевой, которая эффективно восстанавливает и пищевод, и желудок, и даже кишечник. Всегда любое восстановление желудка должно быть связано с восстановлением слизистой. Но многие люди подсели достаточно серьезно на, там, например, на мепразол или на другие препараты. И я хочу вам сказать то, что я ни в коем случае не отрицаю классические препараты. Я к ним отношусь хорошо. Но лечение будет гораздо эффективнее, если мы дополнительно добавим еще вот те вещи, которые я вам говорю. Они помогают лечить желудок не хуже того, что назначается в обычной больничке. Конечно же, очень хорошо заживляет слизистую желудка костный бульон. Это такой уникальный продукт, который к нам пришел из тибетской медицины, и многие нутрициологи нам сейчас начинают говорить про пользу костного бульона. Если у вас есть проблемы с желудком, то начинайте его просто варить каждый день, употребляйте его каждый день по стакану. И за месяц ваш желудок полностью регенерируется. Это такие базовые вещи, которые я назначаю для регенерации. Конечно же, у меня было много случаев практики, когда у человека проблема с желудком начиналась не из-за того, что он ест, а из-за проблем с нервной системой. Дело в том, что желудок очень тесно связан с работой нашего мозга. И желудок управляется нервом, который называется вагус. У меня было большое количество практики язвенных процессов и эрозивных процессов. То есть, когда у пациентов были язвы желудка и эрозия, после стресса. Например, человека уволили с работы, или там от женщины ушел мужчина, или там у женщины кто-то умер. И на фоне стресса желудок очень сильно спазмировался, соответственно, нарушался его кровоток, и появлялись язвы эрозии. Оттуда я считаю то, что вот эти все проблемы, связанные с желудком, нужно лечить в том числе через нервную систему. Это седативные сборы. Вот я специально в своем магазине сделал там 2 сбора, ссылочку на магазин я оставлю в описании, которые именно работают с восстановлением нервной системы. Или там я грибы часто назначаю, например, такой гриб, как рейши, или ежовый гребенчатый, который восстанавливает нервную систему, тоже в магазине он есть. Можно даже просто человеку назначить таблетку валерианы или пустырника, и уже боль в желудке будет уходить, если она действительно связана с нервной системой. Поэтому здесь мы всегда занимаемся темой выстраивания своего образа жизни, то есть вовремя ложимся спать, стараемся на выходных отдыхать. А здесь я всегда рекомендую дыхательные практики, медитация, практику йоги, практику цигун для того, чтобы ваша нервная система успевала переключаться, не находилась все время в стрессе. Поэтому работаем с нервной системой. Еще есть один очень интересный нюанс, он заключается в том, что состояние диафрагмы очень влияет на состояние желудка. Диафрагма — это то, что отделяет нашу грудную полость от брюшной полости. И во время стресса диафрагма у человека в буквальном смысле спазмируется. И вот она может настолько быть спазмирована, что это будет влиять на состояние желудка, и у человека просто появится гастрит. Поэтому, если вы придете на прием к грамотному остеопату или висцеральному терапевту, он всегда начнет осмотр даже не с желудка, а с состояния диафрагмы. В каком состоянии находится диафрагма, потому что именно она показывает уровень стресса, и именно она очень сильно влияет на состояние вашего желудка. Поэтому обращайте внимание на диафрагму и ее расслабляйте. Это можно делать с помощью йоговских техник, такие техники, как вакуум, удьяна банха, наули, огненное дыхание, либо делать висцеральный самомассаж. То есть это такие уникальные способы, которые можно делать для того, чтобы диафрагму расслабить. Конечно же, очень сильно на проблему желудка влияет то, как мы едим. Мои наблюдения говорят о том, что большая часть людей очень быстро ест, еду не прожевывает, и, соответственно, вот эта непрожеванная еда очень сильно повреждает желудок, стенки желудка. Вот поэтому у меня много есть таких кейсов вылеченных желудков, когда мы просто человеку нормализовали режим приема еды. Человек перестал быстро жевать, и второй человек стал есть еду в тихой, спокойной обстановке. Его никто не торопил, не отвлекал. Этот факт тоже очень сильно влияет на перевариваемость пищи, на ее усвояемость, потому что те люди, которые едят в попыхах, на бегу, на лету, у них начинаются проблемы с желудком. И это тоже очень важная рекомендация. Конечно же, на здоровье желудка очень сильно влияет алкоголь, табак, ну и вообще те продукты, которые у человека в целом есть в рационе. Поэтому во время лечения желудка я всегда настоятельно пациентов прошу убрать алкоголь, табак и убрать хотя бы на время специи, для того, чтобы слизистую желудка не раздражать. Что я еще рекомендую для того, чтобы ускорить любое лечение желудка?
Это, во-первых, поход к висцеральному терапевту и остеопату. То есть практически все остеопаты и висцеральщики, они могут путем определенных воздействий снять спазм желудка, восстановить его кровоток, иннервацию. Я сам этим занимаюсь. И остеопаты тоже с этим достаточно эффективно работают и могут без таблеток очень эффективно помогать. И, конечно же, это иглоукалывание, которое тоже показало достаточно большую свою эффективность в лечении проблем желудка. Какие есть профилактические средства, которые я назначаю своим пациентам для того, чтобы желудок и вовсе не заболел, то есть для профилактики? Во-первых, это употребление такого гриба, как чага. Употребление отвара чаги позволяет поддерживать желудок в хорошем состоянии. Это употребление сбора номер один, который я упомянул в начале видео. И периодически пропивание сыродавленных масел. Здесь речь даже не про облепиховое, а про любое сыродавленное масло. Оно в целом будет обволакивающим образом воздействовать на желудок. И употребление слизевых каш. Да, к слизевым кашам я отношу сыроедческую кашу из семян льна и такую сыроедческую кашу из проростков зеленой гречки. Готовится достаточно просто. Мы просто заливаем семена с вечера, они набухают за ночь, а потом мы просто их кладем в блендер, блендерим и получаем такую слизевую кашу. Периодически употребление таких слизевых каш очень хорошо помогает желудку восстанавливаться и регенерироваться. Вот такой у меня есть взгляд. То есть не всегда нужно лечить проблемы желудка просто антибиотиками. Есть другой взгляд, и я надеюсь, вам моя точка зрения очень сильно будет импонировать. Вы ее тоже будете придерживаться. И тогда у вас у всех будут здоровые желудки. Про проблемы внутренних органов я также очень много рассказываю в своем телеграм-канале. Если вы еще не на нем, то обязательно подписывайтесь по ссылочке под видео, которое есть. Там я раскрываю много подробностей, много всего интересного рассказываю про лечение разных заболеваний, рассказываю про профилактику, ну и делюсь своим таким опытом каждодневным, как я принимаю своих пациентов. Друзья, напишите обязательно внизу под видео свой опыт лечения желудка, что вам помогло в лечении гастритов, язв, эрозий, сниженной или повышенной кислотности. Вот, мне тоже будет это интересно почитать. Ну и, конечно, обязательно ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео.